Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360. Ухелянд бежал с окраины. Дамы и господа, честной люд, всем салют. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Лысый таксист вещает, да, как мне пишут в комментариях. Ну, это такие злобные людишки, которые лишь бы нагадить, да, что-нибудь. Ну, а для тех, кто меня не знал еще, меня зовут Сергей. Добро пожаловать на канал Влог 360. Спасибо, что заглянули. Ну что, мы обсудим опять сегодня то, что я нашел в интернете, да. Любовь к Украине. Ролик нашел я одной казахстанской блогерши, женщина-казашка, да, и рассказывает о любви к Украине, что происходит сейчас в Казахстане для тех, кто прыгает и кричит за любовь к Украине. Это один из роликов, который мы сейчас посмотрим, а потом я еще один покажу вам. Но это будет вишенка вообще на торте. Давайте послушаем, что она нам рассказывает, и обсудим с вами. Последние недели в Казахстане наблюдается ужесточение мер в отношении граждан, выражающих поддержку Украине. По данным мониторинговых групп, силовые структуры страны начали активную работу по выявлению лиц, которые публично поддерживают Украину. Вот это поворот. Они же так там в десна бились и лобзались, да? Горланили то, что мы, вот, Казахстан, все хорошо, нас поддерживает. А тут, смотрите-ка, даже официально, да, стали таких людей поднапрягать потихонечку. Господа, кто проживает в Казахстане, расскажите, пожалуйста, правда ли это? Я могу вот только по этому ролику судить, да? Я ролик такой нашел. Давайте посмотрим дальше. Отправляют донаты на вооруженные силы Украины, ВСУ, или выражают проукраинскую позицию в публичном пространстве. Эти действия сопровождаются блокировкой банковских счетов, проведением разъяснительных бесед и возбуждением уголовных дел по статьям, связанным с экстремизмом. Опаля, значит, любовь к Украине теперь сравнивают с экстремизмом. Вот так, значит. Вот так все переобуваются. Но это не только в Казахстане, в Европе тоже переобувается. Там очень много чего выходит сейчас, закончиков. Давайте послушаем эту дамочку дальше. Согласно источникам, близким правоохранительным органам, в Казахстане созданы специальные группы, которые отслеживают активность граждан в социальных сетях, мессенджерах и других платформах. Основное внимание уделяется тем, кто публично поддерживает Украину, критикует действия России или участвует в сборе средств для ВСУ. Вот это поворот. Ага. Такие лица становятся объектами внимания силовиков, которые проводят с ними разъяснительные беседы. В ряде случаев возбуждаются уголовные дела, особенно если действия граждан интерпретируются как поддержка экстремистской деятельности. Вот так. Мне нравятся такие законы. Банковские счета тех, кто переводил средства на поддержку Украины, блокируются. Это вызывает обеспокоенность среди правозащитников, которые видят в таких мерах ограничения свободы слова и выражения мнений. Однако власти Казахстана утверждают, что эти действия направлены на предотвращение экстремизма и поддержание стабильности в стране. Правильно утверждают, я согласен с властями Казахстана. Казахстанских силовиков, направленные на выявление и пресечение поддержки Украины, свидетельствуют о сложной геополитической ситуации, в которой оказался Казахстан. С одной стороны, страна стремится сохранить нейтралитет и избежать прямого вовлечения в конфликт. С другой, демонстрирует готовность идти навстречу интересам России. Вон оно как. Ну, давайте послушаем дальше. Очень интересно закручивается, очень интересно. Что может быть связано как с экономическими, так и с политическими соображениями. Визит Токаева на парад Победы в Москве и его совместное появление с Путиным станут важным символическим событием, которое может подтвердить курс Казахстана на укрепление. Вот так, ребятки, да. Смотрите, как переобуваются-то все. Очень даже интересно. Мне вот очень интересно становится, что же будет дальше, а? Тут же такая история, да,
Трамп замутил вот это мутево на Ближнем Востоке. И все, и оставил сейчас Украину почти без ничего. И Зе как горланит тогда, то, что внимания нету ему. Ну, посмотрим. Очень интересно закрутит. Однако внутренние меры, направленные на подавление проукраинских настроений, могут иметь долгосрочные последствия для общества и международного имиджа страны. В связи с этим заявлением я хочу официально предупредить: если раньше я блокировала за украинцев и радикально-экстремистски настроенных нациков, то теперь намеренно буду оставлять их реплики в комментариях под моими видео на YouTube и TikTok. Вот так, ребятки, вот так женщина нам высказала о законах Казахстана. Кто-нибудь об этом что-нибудь слышал? Я, например, нет. Ну, мне очень интересно, я теперь покопаюсь, я посмотрю, о чем она говорит-то, о законах. Вот кто-то проживает, я знаю, смотрят меня, с Алматы смотрят, с Казахстана люди смотрят. Напишите, пожалуйста, в комментариях, правда ли это так. Раньше было немножко по-другому, насколько я знаю, да? Казахстан так довольно активно поддерживал все это, а теперь, видите, как все это переобувается. Очень интересно закручивается, очень интересно. Ребятки, да, но это еще не все. Я вам сейчас поставлю еще один ролик про любовь также к Украине. То, что, как я понял с ее ролика, если ты громко горланишь о любви к Украине, ты правильный человек. А если ты другую страну любишь, ты неправильный человек. И она даже до того идет, с Германии хотит выселять немцев. Хотя сама она вряд ли является немкой, так как по произношению она пытается научить еще немецкому языку людей. Ладно, давайте послушаем сначала ее. И я там, между прочим, 5 копеек вставлю. Русские немцы, живущие в Германии. Так, ну вот еще одна такая же, да, кастрюльку не сняла. Русские немцы, такого не бывает. Бывают немцы или русские бывают. Сколько раз можно объяснять, да, то, что если Куги Борн и Швайншталь, это, блядь, Троздем Ку. Например, когда мы выезжали, у моих родителей стояло немец в паспорте. Немец. То, что родились, кто-то там, да, кто-то в другом месте родился. Ну, ладно, слушаем дальше. Конкретно те ватники, которые здесь сидят и ждут, не дождутся, когда же придет Путин и их освободит. Да, такие здесь тоже есть, вы не поверите, их достаточно много. Ну, бред не неси, да. Путина тут никто не ждет, то что. А вот по поводу вот этих выходок, да, жрущих на камеру, тут совсем другое, да. Вы просто начинаете же все это утрировать. Так вот, у меня интересные новости для вас. А какие? Расскажи-ка. Смотрите, НАТО все чаще проводит учения на границе с Россией. Да, мы знаем, чем закончились последние учения в 1939 году. Мы знаем. Мы знаем, чем заканчивается учение в последнее время. Плюс раздаются листовки с указаниями, что делать в случаях чрезвычайных ситуаций в некоторых районах Германии. Еще на автобанах Германии можно наблюдать в последнее время большое количество военной техники. Не так, как было. По жизни ездят, туда-сюда таскаются они. То туда тащат, то обратно тащат. Так вот, вы оказались в достаточно занимательной ситуации, потому что предателей не любят нигде. Ни в той стране, ради которой вы предаете, ни уж тем более в той стране, в которой вы живете и имеете гражданство. Так вот. Ну, это довольно серьезное обвинение, да? Предательство. Это довольно серьезно. Она обвиняет людей, те, которые не любят громко Украину. Ну ладно, давайте послушаем. А вариантов у вас не так много. Я бы сказала, один – это уехать из Германии как можно быстрее. Но вы же этого... А куда люди поедут из Германии, скажи-ка, если они немцы? Вот ты гонишь немцев из Германии. А вот кто ты сама такая? Скорее всего, не сделаете. Тогда остается второй вариант. Полюбить Германию. Полюбить Германию до одури, а я люблю Германию. Я ничего не говорю против Германии. Мне нравится Германия. Мне не нравятся только кое-какие законы по налогам. Вот поэтому есть различные партии, за которые мы голосуем, которые наведут порядок, да. Вот такие делишки. Все любят Германию. Я люблю Германию. А другую страну любить никто не может запретить.
до одури. Вот просто с ее терминами, с ее бюрократией, вот со всем этим. Кстати, вот бюрократией, терминами, у меня вообще с этим проблем нет. Я термин всегда получаю, когда мне надо. То, что тут они пишут, снимают тиктоки постоянно, 3 недели, 4 недели, бред какой-то. Онлайн заходишь, поставил термин, все. Какая бюрократия? О чем ты говоришь? Даже что рекламу можешь сам дома сделать. О чем вы говорите вообще? Смерцем, вот просто ходить и землю целовать. А еще, если вы за 25 или 30 лет, сколько вы здесь живете, до сих пор не выучили немецкий, все-таки советую заняться этим вопросом. А вот не надо советы раздавать. Я услышал, как ты сказал слово «аутобан». Ты подучи сама немецкий, да? И избавиться от своего тяжелого русского акцента тоже бы не помешало. Тогда, возможно, вы пересидите более-менее спокойно это время. Потому что любить со стороны, писать комментарии, выкладывать видео, я не знаю, там что еще, рассказывать об этом всем своим родственникам, друзьям и знакомым, это одно дело, другое дело, когда вам прилетит за это по шапке. Я не знаю, откуда родом эта девица, что она такие обвинения раскидывает, да? Я думаю, ей надо самой подучить, во-первых, немецкий язык. И прежде чем рассылать людей с немецким гражданством, которые проживают здесь, они немцами приехали в Германию тоже, да? Вот она не факт, не факт она. Вот, господа аузидлеры, расскажите ко мне, кстати, я знаю очень много именно местных немцев, родившихся в Германии, которые также громко не любят Украину. Очень много. Так что она куда их будет выселять? А я вот еще люблю Швецию, да? Меня будут в Швецию-то уселять, да? Или как? Господа аузидлеры, расскажите мне, пожалуйста, как вы относитесь вот к такой вот особи, которая хочет вас выкинуть за то, что вы Германию неправильно любите. Расскажите, напишите, мне будет очень интересно. Ладненько, не буду я ваше время тратить. Спасибочки, что досмотрели до конца, те, кто досмотрел. Не забываем подписаться на этот каналчик. Вы заметили, сегодня без саморекламы в начале. Так что тут и тут вы видите QR-коды от моих обоих каналов. Это музыка и я влоги, покатушки, путешествия, дача. Всего понемножку, в общем. И еще один QR-код видите, вот телеграм-канальчик. Вот такой маленький, но удаленький. Переходите, почитайте, пообщайтесь. Понравится, подписывайтесь. Очень много интересного. Всем добра, удачи.